Всем привет! Как правило, большинство продуктов на этикетке отличается от того, что мы видим в жизни. Сегодня мы попытаемся повторить популярные продукты дома и сделаем их более полезными и похожими на рекламную картинку. А по уже сложившейся традиции поможет мне в этом мой сын Егор. Всем привет! Заранее ставим лайки и подписываемся на канал, а мы начинаем. Поехали! Первое, с чего мы начинаем, это Биг Мак. Мы купили в самом известном фастфуде самый популярный бургер. Внимание, как он выглядит на картинке, как в жизни. По-моему, он выглядит совсем не так. Хотелось бы получать такой же красивый продукт, как и в рекламе. Для того, чтобы было максимально похоже на рекламу, мы взяли оригинальные булочки. Для соуса мелко нарезаем зубчик чеснока. Маринованный огурец, но еще один огурец просто ломтиками. Выдавливаем майонез, добавляем паприку. Наши нарезанные овощи, перец и соль. Ну и в качестве кислоты осталось добавить 1 чайную ложку рассола из-под огурцов. Перемешиваем. Все. Соус, который максимально похож на оригинальный, готов. В оригинальном Биг Маке используется пекинская капуста, поэтому тоже ее нарезаем. Теперь берем луковицу и примерно четверть нарезаем мелкими кубиками. Переходим к котлетам. Нам нужно примерно 350 грамм хорошего говяжьего фарша. Перчим его, солим и перемешиваем прямо руками. Из 2 шариков формируем по одной котлете. Кстати, лепить ее нужно немного большим диаметром, чем наша булочка, так как при обжарке она все равно ужарится. Отправляем нашу котлету на хорошо разогретую сковородку. Предварительно добавляем на нее каплю масла и обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны. Теперь достаем булочки и разрезаем их на 3 части и тоже отправляем на сковородку внутренней стороной для того, чтобы они немного подсушились. После этого они не будут так быстро пропитываться соусом. Вот и все. Можно собирать Биг Мак. Берем нижнюю булочку и смазываем ее соусом. Дальше наверх посыпаем листья пекинской капусты. Кладем кусок сыра и на него уже нашу котлету, желательно горячую, для того, чтобы сыр расплавился. Далее лук и наверх среднюю булочку. Опять соус, салат, огурцы, котлета, лук. И последняя булочка. По-моему, это очень похоже на тот Биг Мак, который изображен на рекламном проспекте. Согласитесь, такое было бы получить гораздо приятнее. Вот вам для сравнения оригинал. Кстати, сам бургер получился очень похож на Биг Мак, по вкусу имею в виду. Поэтому можете спокойно брать этот рецепт и готовить у себя дома. Следующим, что мы приготовим, будут круассаны. Сравнивать с нашими будем 7 Days. А заодно и выясним, смогу ли я приготовить круассаны как профессиональный пекарь. Заморачиваться с тестом, когда мы готовим круассаны, смысла нет. Просто берем покупное, листовое, дрожжевое тесто. Отрезаем половину, раскатываем и обрезаем края. Разрезаем его вдоль, пополам и проходимся ножом по диагоналям. Получается длинная полоска в форме треугольника. Есть 2 способа сворачивать тесто. Первый – надрезать посередине и заворачивать лепестки в разные стороны. Второй – просто завернуть. Выбирайте тот, который вам нравится больше. Скручиваем нежно, как будто ласкаем котика, но не надавливаем. В среднем заправский пекарь Франции сворачивает порядка 400 круассан за 3 минуты или 10 за 4,5 секунды. У меня вышло немного хуже. Если быть точнее, намного хуже. По просьбе нашей подписчицы Жанны, для некоторых круассан в качестве начинки мы использовали мармеладных мишек. Теперь смазываем противень маслом. Выкладываем будущие круассаны и накрываем их пищевой пленкой, оставив на 20 минут в теплом месте. Пусть немного зайдут. Тем временем займемся заварным ванильным кремом, который будем использовать в качестве основной начинки. В кастрюльку высыпаем 100-150 грамм сахара. Выливаем немного молока, перемешиваем. В роли загустителя используем 1 столовую ложку без горки муки и 1 чайную ложку с горкой крахмала. Еще раз перемешиваем. Выливаем оставшееся молоко. Всего нам нужно 200 мл. И постоянно помешивая, ждем, пока масса не загустеет. Проделать это просто, поднимая венчик, если на нем задерживается крем, то огонь нужно выключать. И когда крем готов, добавляем ванилин, размешиваем и убираем его в холодильник. Там он станет еще гуще. Кстати, можете применить рецепт крема, который мы использовали вот в этом видео. К этому времени
Круассаны подошли. Смазываем их взбитым яйцом. Отправляем в заранее разогретую духовку до 220 градусов. И как только на круассанах появится золотистая корочка, вытаскиваем. По времени это занимает в пределах 20 минут. И получаем вот такие круассаны. Восхитительно пахнут. Не терпится попробовать. И узнать, окупился ли труд. Немного терпения. Набираем крем-шприц. И под вот этим язычком заполняем изнутри. Получается почти скрытным. Рассмотрим упаковку покупных круассанов 7 Days. И на упаковке показано, что внутри очень много начинки. Раскрываем, и сами круассаны выглядят не очень-то. Теперь один из них разрежем. Ого, неплохо. Так как на картинке. Разрезаем наши и видим просто тонны начинки. Согласитесь, наш похож больше всего. По вкусу, я думаю, здесь тоже все ясно. С мармеладными мишками вот что получилось. Мишки растаяли и превратились в желе, но большая часть этого желе вытекла на противень. Сделанные вручную круассаны сильно отличаются от заводских, как по внешнему виду, так и по вкусу, и не в пользу вторых. Если вам понравилась новая рубрика на нашем канале, то ставьте лайк и пишите об этом комментарии. Также пишите, какие продукты из рекламы можно еще проверить. Подписывайтесь на канал и всем пока!